середине марта 1959-го следствие еще топчется на двух версиях. С одной стороны ураган, та самая первая версия, которая родилась в палатках поисковиков среди усталости, страха и попыток хоть как-то объяснить происходящее. С другой стороны, криминал, где следствие в принципе шло по нормальной логике, проверяло людей, мотивы, возможное насилие со стороны Манси. Но параллельно со следствием работает другая сила, те, кого мы называем фигурантами, и люди, близкие к ним. Они не сидят сложа руки, они внимательно следят за расследованием и действуют, как через вбросы в народ нужной информации, так и через давление на силовые органы. Канал Ірини Коновець-Поплавської. 14 марта 1959 Иванов допрашивает 37-летнего председателя Бурмантовского сельсовета Макрушина. Наверное, потому что Безяев накануне получил под грифом «секретно» писульку от зампрокурора области по спецделам Ахмина, что Макрушин распространяет слух о том, что якобы Манси Бахтияров Павел Григорьевич видел, как туристы падали с горы, и рассказывал об этом другим Манси еще 17 февраля. В этой связи Ахмин просил проверить правильность сообщаемых сведений, установить, где проживает в настоящее время гражданин Бахтияров ПГ, и проверить, где находился Бахтияров в период гибели туристов. Макрушин сообщил, что Бахтияров Петр рассказывал о том, что есть одна гора, с которой сдуло одного человека. Какого человека, он не знает. И его отец был пастухом уральским и сказывал, что с этой горы сдуло одного человека. Это услышал от своего родного отца. 15 марта, 4 часа утра. Лагерь поисковиков. Перед нами эпическая картина, изображенная Григорьевым. Все спят, завернувшись в спальные мешки. Потрескивают в печке сухие дрова. У печки бока раскалились красные. В темно-красной трубе глухо шумит пламя. На улице жалобно, едва слышно шумят кедры, которые стоят на берегу реки возле палатки. Их таинственный, глухой, порывистый шум я услышал еще в спальном мешке, проснувшись около часу назад. «Это что, ветер?» Тоже проснулся и с тревогой спросил Кикоин. «Он», — спокойно ответил дежурный, сидя на здоровом чурбаке возле печки. Видимо, все эти слухи об урагане расшатали нервы даже бывшего инструктора горных стрелков в альплагере «Карельник». По идее, 45-летний Кикоин сам должен объяснять окружающим, что ветер в горах – это не повод вздрагивать. Но на перевале он чувствует себя не в своей тарелке и буквально трясется от любого порыва ветра, при том, что все вокруг абсолютно спокойны. Но с Кикоином связан и другой интересный момент, касающийся подготовки дятловцев к походу. В книге «Альпинизм Екатеринбурга» приводятся воспоминания альпиниста Плышевского. Расскажу о нашем восхождении на Эльбрус. Тогда я, как уже упоминал выше, был в составе альпиниады УПИ, проводимой Кикоиным в Джан-Тугане в 1958. После окончания всех восхождений в Джан-Тугане мы должны были идти на пятитысячник. Непосредственно перед выходом он построил весь состав альпиниады в 2 шеренги и начал проверять, кто как экипирован. Необходимо было обязательно иметь 2 пары шерстяных носков и 2 пары шерстяных свитеров. У многих полностью этого комплекта не было. Кикоин шел по рядам и проверял на ощупь эти вещи у каждого. Причем вигоневые и всякие другие безжалостно браковались, и владельцев их отчисляли из группы. Конец цитаты. А мы помним, что сам Дятлов ходил в походы в синем вигоневом свитере, а Колмогорова в вигоневых носках. Почему Кикоин требовал от туристов носить только шерстяные свитера и носки? Потому что вигонь, мы уже об этом рассказывали, изготавливалась из хлопка с примесью отходов шестопредельного производства, шерстяных очесов, и считалась вторым сортом. На ощупь она была не мягкая, как шерсть, а такая холодная. Так что Кикоин не всегда выглядел как растрепанный физик,
А вот фото 1955, где он смотрится вполне интересным спортивным мужчиной. И, судя по воспоминаниям и этим фотографиям, был действительно крутым альпинистом. И Дятлова он бы безжалостно забраковал за вегоневый свитер. 16 марта Тымпалов проводит опрос Бахтиярова Павла, 60 лет. Все то же самое. Зимой в горах бывают сильные ветры, что невозможно идти на гору. В горах зимой даже и на Манси бывает находиться опасно. Бывают сильные ветры зимой и до 10 дней длительностью. Молебная гора в другом месте. В этот же день Сергей Савельевич, 21 года, говорит на допросе, что о причине гибели туристов ему ничего не известно. Вот, наконец, нормальный ответ ответственного человека, который ничего не придумывает и не повторяет оговоренные версии. Далее 34-летний Бахтияров Петр Якимович, тот самый, о ком упоминал Макрушин. Отец его когда-то говорил, что давно с какой-то горы сдуло человека ветром, и опасно ходить на эту гору, и детям наказывал, чтобы они не ходили туда. Что это за гора, он не помнит, и что за человека сдуло, он тоже не знает. Вот наступает 17 марта знаковый день. Рождение новой версии. Пока она называется «Необыкновенное явление». Видно, что хватаются за все, что под рукой, за все 4 стихии. Огонь, земля, воздух и вода. Воздух – это ураган, теперь надо еще огонь подключить. Здесь опять отличилась ивдельская милиция, которая продолжает рыть по указке Проданова и заставила, в чем мы позже убедимся, метеоролога Токареву и начальника гидрометеорологической станции Пегузову написать заявление на имя начальника Ивдельского отделения милиции о том, что ровно месяц назад, 17 февраля, в 6 часов 50 минут местного времени на небе появилось необыкновенное явление – движение звезды с хвостом. Хвост был похож на плотные перистые облака. Потом эта звезда освободилась от хвоста, стала ярче звезд и полетела. Стала постепенно как бы раздуваться, образовался большой шар, окутанный дымкой. Затем внутри этого шара загорелась звезда, из которой сначала образовался полумесяц, затем образовался малый шар, не такой яркий. Большой шар постепенно стал тускнеть, стал как размытое пятно. В 7 часов 5 минут совсем исчез. Двигалась звезда с юга на северо-восток. Конец цитаты. Безяев направил это заявление Тымпалову, и хотя это произошло 17 февраля и вообще ни о чем, но к делу заявление приложили. Запомните это описание, оно получит развитие, потому что заявление Токаревой появилось на свет не случайно, а в результате какой-то сходки ивдельского руководства с фигурантами, на которой участники просто генерировали идеи, как запутать следствие. Потому что 20 марта на допросе у Тымпалова уже не простой житель, а 47-летний старший уполномоченный милиции Ивдельской, Горбушин. Этот старший оперуполномоченный подкладывает следствию очередную утку. Курикова спросили, как могли погибнуть туристы. Куриков сказал, что около Святой горы, где эта гора находится, он не сказал, живут 5 человек-остяков. Они как дикари, не дружат ни с Манси и ни с русскими людьми. В городе Ивдель они никогда не бывают, и эти остяки могли убить туристов из-за того, что они, туристы, хотели взойти на Святую гору, или из-за того, что подумали, что туристы могли убить их оленей и лосей, которыми они питаются. Куриков высказывал только предположения свои, а как получилось на самом деле, он, Куриков, не знает. Но ранее Куриков этих дикарей остяков видал, но давно, несколько лет тому назад. Где гора находится святая, Куриков не знает. Но еще утверждаю, что Куриков высказывал свое предположение. Он это сказал так, как мы вели разговор, что нашли мертвых туристов и спросили Манси Курикова, как это могло получиться. При этом разговоре был работник милиции Панов. Конец цитаты. Вот так. А мы отмечаем, что версия мифических остяков родилась в стенах Ивдельского отделения внутренних дел.
23 марта на допросе у Тымпалова Анямов Андрей Алексеевич, 58 лет. Это тот самый, что охотился, когда дятловцы шли по Ауспии. Из его показаний выделим 4 важных фразы. Первое. Особенно 2 дня был сильный ветер и снег. Это понятно. Версию урагана все заучено. Повторяют, как «Отче наш». Вторая. Когда мы охотились в лесах около реки Ауспии, то видели следы лосей, волков и росомах. Вот это разворот! А как же утверждение, что в районе горы Холодчахль и охоты никакой нет? Даже в Википедии это записано. Это же конкретное палево для фигурантов. Оказывается, кроме рябчиков и глухарей, в тех лесах было полно и лосей, и росомах. Третье. Молебной горы там, куда шли туристы, нет. Это тоже понятно. И четвертых, Анямов категорически опровергает наличие каких-то остяков. Я лично нигде никогда сам не видал, и в нашем районе другой народ в количестве 5 человек, которых якобы боятся манси и которые не бывают в городе Ивдель, и от других манси тоже не слышал. Тут же за Анямовым Тымпалов приглашает к себе и самого 57-летнего Григория Курикова, а тот ушел в отказ. Никаких причин нападать манси на туристов не имеется, молебную гору никто не охраняет. О том, что около Молебной горы живут 5 манси или другой народ, не манси, которых боятся манси, я лично этого не говорил нигде, в том числе и в милиции. Каких-либо людей посторонних, чтобы манси не знали, у нас в районе не имеется. Мы бы знали о постороннем народе. Конец цитаты. Но так как Горбушин не называл имя Курикова, который переводил стрелки на остяков, то считается, что это был Степан. Он вполне мог с милицией выработать вот такой вот миф, который объясняет насилие, но уводит от фигурантов. В этот же день, 23 марта, утверждается документ, который в народе пафосно называется «Отчет Бардина и Шулешко». Но на самом деле это докладная записка о результатах расследования случая гибели группы туристов города Свердловска, составленная Бардиным и Шулешко. Ну вы поняли, хоть бы кто расследует гибель дятловцев. Докладная записка направлена в Оргбюро Союза спортивных обществ и организаций РСФСР. Это что, подпольные детективы были в СССР? Любая шарашка могла направить своих расследователей на место преступления. Получается, что из Москвы не спасателей командировали в Ивдельский район, а расследователей. И это Оргбюро Союза спортивных обществ перенаправляет докладную записку под грифом «Секретно» в отдел административных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС. Можно удивиться, конечно, зачем торгово-финансовым органам это все надо. Но на самом деле этот отдел осуществлял контроль за деятельностью военных ведомств, органов МГБ, КГБ, МВД, госконтроля, юстиции, здравоохранения и социального обеспечения, руководства военными политорганами и партийными организациями поднадзорных ведомств, курировал и утверждал кадровое перемещение входивших в учетно-контрольную номенклатуру ЦК. Такие вот широчайшие полномочия у отдела со скромным названием. Гриф «Секретно» дятловедов заводит, но в Советском Союзе на секретности были помешаны. И я видела на уровне райкома кучу документов под грифом «Секретно», даже о надоях молока. У меня масса видео по этому поводу, вверху плейлист, можете изучить. И что же секретного расследовали эти Пинкертоны, Бардин и Шулешко, которые типа спасатели? Момент катастрофы застал группу во время переодевания. Выход из палатки был крайне поспешным, не допускавшим ни минутного промедления. Туристы, имеющие такой опыт, как участники группы Дятлова, ясно понимали, что выход из палатки в полураздетом виде в условиях отсутствия видимости, шквального ветра и низкой температуры означает гибель. Следовательно, причиной, вынудившей туристов покинуть палатку, мог быть только страх перед немедленной смертью. Группа начала отступление вниз по склону организованно, но затем в условиях темноты и метели была разбросана на каменных грядах, и люди потеряли связь друг с другом и погибли в буране. Конец цитаты.
Итак, доморощенные Пуаро, Бардин и Шулешко начинают свой сказ с якобы нейтрального утверждения. Момент катастрофы застал группу во время переодевания. И дальше все события строятся на этой подставке. По линии крещендо нагнетается обстановка, и вот драматическая кульминация. Выход, не допускавший ни минутного промедления. И ключевой трюк. Они ясно понимали, что это означает гибель. И только страх перед немедленной смертью выгнал их раздетыми и разутыми в мороз, чтобы погибнуть медленно и мучительно. То есть получается, что вместо легкой мгновенной смерти дятловцы сознательно выбирают медленную и мучительную, включая флегматичного Дорошенко. Вот такая каша была в головах псковских товарищей. Их сценарий сшит опять-таки из той же масленниковской цепочки. Дятловцы переодевались, вдруг мгновенная угроза, они это осознавали, это был страх. Они в последней версии Масленникова организованно вышли. По Бардину и Шулешко выход из палатки был крайне поспешным, не допускавшим ни минутного промедления. А потом уже спускались вниз организованно. Видно же, что московские товарищи крутятся, как ужи на сковородке, пытаясь оправдать свою командировку и мелят черти что, обыгрывая масленниковскую базовую цепочку и добавляя в нее свои детали. И вот 27 марта прошло заседание бюро Свердловского горкома КПСС, на котором заслушали результаты расследования специальной комиссии обкома. Доклад представили товарищи Ермаш, Помазкин, Слободин, Масленников, зампрокурора по спецделам Свердловской областной прокуратуры Ахмин и первый секретарь Свердловского горкома КПСС Замирякин. И эти все товарищи установили, что непосредственной причиной гибели группы Дятлова является, версия Масленникова, от которой он уже отрекся на допросе у прокурора. Но она так понравилась партийным боссам, что они в нее вцепились намертво. Группу Дятлова погубил большой ураган, который застиг ее при подходе к горе Атартен. Все участники группы, покинув по каким-то причинам палатку, поставленную на склоне высоты 10,79, были раскиданы ураганным ветром, потеряли ориентировку, не сумели вернуться в палатку и погибли от мороза. В заключении комиссия, ссылаясь на мнение неких опытных туристов, мастеров спорта, сделала выводы о том, что установка палатки на склоне горы в условиях безлесья и частых ураганных ветров была совершенно неправильной, а выход туристов из палатки при такой погоде был недопустим. Ну вот, поправочка ляпа Масленникова. Выдуло из палатки, это звучало как-то тупо, а дятловцы сами виноваты. Нечего было при урагане палатку покидать. Сидели бы в ней и живы остались бы. То, что прокуратура ведет расследование, никого не волнует. Но март заканчивается не этим ярким событием. Эта партия поставила для себя точку в расследовании. Но дятловедение уже набирает обороты, и его не остановить. 31 марта получила развитие тема, начатая заявлением метеоролога Токаревой. То, что пролетело на небе 17 февраля, это только зацепка. Всякие светящиеся шары в этом районе – привычное явление, и нужны были свежие факты. И вот 31 марта все члены поисковой группы, находившиеся в лагере в долине Лозьвы, вдруг увидели в небе нечто. Валентин Якименко, участник тех событий, в своих воспоминаниях так описал случившееся. Сегодня под утро дневальный наш турист Виктор Мещеряков вышел из палатки и увидел движущийся по небу светящийся шар. Разбудил всех. Кое-как одетые мы выскочили из палатки. Минут 20 наблюдали движение шара или диска, пока он не скрылся за склоном горы 880. Увидели его на юго-востоке от палатки. Двигался он в северном направлении. Перед тем, как скрыться за горизонтом, в центре шара появилась звезда, которая, постепенно увеличиваясь до размера Луны, стала опускаться вниз, отделяясь от шара. Явление это взбудоражило всех. Мы уверены, что гибель дятловцев как-то связана с ним. В Ивдель пошла подробная радиограмма. Конец цитаты.
Интересно, кто именно отправил эту радиограмму. А это 34-летний старший лейтенант, командир взвода путевого железнодорожного батальона из города Серова Авенбург Потапов и примкнувший к ним Согрин. 31 марта в 4 часа утра в юго-восточном направлении Дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. Перед тем, как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера Луны, стала падать вниз, отделяясь от кольца. Необычное явление наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге. Просим объяснить это явление и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное впечатление. Конец цитаты. На первый взгляд полная дичь. Военные, офицеры и вдруг поднимают по тревоге личный состав только потому, что на них тревожное впечатление произвели огненное кольцо и звезда в небе. Но если вдуматься, то это не про астрономию. Это про состояние, которое точно подметил Якименко. Явление это взбудоражило всех. Мы уверены, что гибель дятловцев как-то связана с ним. И любая аномалия в этот момент автоматически притягивается к делу. Хотя, казалось бы, Авенбург и Потапов подобное явление видели не раз. Для военных это не уникальное событие. Но раньше это было просто явление, такой фон, а теперь это потенциальная опасность. И вот здесь возникает ощущение двойственности. С одной стороны, не хочется скатываться в конспирологию. Нет прямых доказательств, что Авенбургу и Потапову кто-то сверху приказал: увидите что-то в небе, нагнетайте обстановку и срочно докладывайте. Но с другой стороны, слишком уж как-то дисциплинированно выглядит радиограмма о небесном явлении и запрос на оценку безопасности. Как будто включился такой служебный рефлекс, и военнослужащие сделали именно то, о чем их просили. И вот среди поисковиков новый виток тревожности. Они начинают рассуждать: да, светящиеся шары и раньше летали, но теперь это может быть причиной гибели. Если мы не понимаем, что произошло с дятловцами, значит, объяснением может стать что угодно. И тогда огненное кольцо, звезда, шар превращаются в доказательства в кавычках. Это тот момент, когда хаос начинает подкармливать сам себя. Дятловедение требует постоянной подпитки. Одна версия не закрывает вопрос, две создают противоречия. Нужна третья, четвертая, и тогда любая новая информация становится кормом. Не потому, что она что-то объясняет, а потому, что ее можно встроить в очередную версию. А к этому моменту это уже вторая или третья смена поисковиков. Но они ничем не отличаются от первых. Тот же страх, та же готовность видеть угрозу в любом необычном явлении. Мы уже видели, как Кикоин вздрагивал от порыва ветра. И здесь тот же самый механизм, только на другом уровне. И при всем этом нельзя утверждать, что радиограмма Авенбурга и Потапова была написана по прямой указке сверху. Вполне возможно, она возникла спонтанно, но есть одна деталь. Слишком уж точно эта радиограмма ложится в уже формирующуюся линию, ту самую, которую ранее начали метеорологи Токарева и Пегузова. Как будто пазл сам собой складывается, и каждый новый кусочек делает его еще более удобным для новой версии. Таким образом, на конец марта 1959 версия урагана уже узаконена на уровне линии партии. Версия Манси еще отрабатывается следствием, но начинает прорастать третья линия – неизвестное небесное явление. И конец марта – это момент, когда трагедия группы Дятлова окончательно и бесповоротно заходит в зону страха, слухов и версий, которые сами себя умножают. Но закроем мы март не этим, а свидетельствами Сюникаева, который прибыл на поиски в начале марта, и он нам интереснейшие моменты подсветил. Сюникаев – это военнослужащий той самой воинской части 6602. Во-первых, Сюникаев очень красочно рассказал о летчиках.
А мы должны всегда помнить о черном рынке пушнины, процветающем в Ивдельском районе. Мы этот вопрос подробно изучали, повторяться не будем. Мех в СССР был ценной валютой. Даже Золотарев надеялся ним разжиться во время похода. А тут такой повод. Приезжаешь типа помогать в поисках, такой энергичный, такой деятельный, а сам втихаря расспрашиваешь, а где тут можно разжиться шкуркой соболя? А если ты в штабе поисковиков, то тебе эти шкурки просто дарят, приносят на блюдечке с голубой каемочкой, чтобы наладить с тобой дружеские отношения. Иными словами, события в Ивдельском районе в 1959-м, начале 60-х надо всегда рассматривать сквозь призму пушнины. Несомненно, что многие члены штаба поисков увезли домой в Свердловск такие ценные пушистые подарки, которые украшали брачные отношения. И поглаживая ценный мех, под рюмочку, гораздо веселее было выслушивать всякие бредни про ураган и остяков. Так вот о летчиках. Григорьев пишет: «Все ребята восхищаются работой летчиков. Об этом говорят и Вишневский, и другие. Это просто герои». Конец цитаты. Особенно Вишневский, который все время рядом с Продановым. Но Сюнюкаев нам показывает и другую, неприглядную сторону поведения советских летчиков. Вертолет привозил со Свердловска или с Москвы привозили нам продукты. На вертолетах каждую неделю на вертолетах привозили нам продукты, почту, все. Их встречали эти манси, ханты. Вот их обмен был. Манси тоже вместе с вами искали? А что они будут искать? Нет, они приезжали только, напьются и уедут. Летчикам они мясо давали, это давали, рога, все привозили им. Мне запомнилось еще особенно один случай. Ой, как это, не писец же ведь, а вот самое дорогое пушнина. Как Соболь. Это? Соболь, ага. Уже напился этот бедняжка, хат уже, и он не помнит, а ему надо было спирту надо. Он прямо просит у летчика, летчик говорит: нету у меня спирту, нету. Вытащил из-за пазухи это соболь, а же соболь блестит аж. Понимаете, как тряхнул, вот так вот. И мне в глазах, забрать бы этого соболя себе. Летчик забрал после литру спирту, налил ему. А им прямо наливали это спирт с этого, с борта, с рабочего. Кран там был, и мы тоже воровали у них. Спирт воровали у них. Как видим, летчики-вертолетчики в перерывах между своей героической деятельностью принимали активное участие в спаивании народа манси в своих корыстных целях. А конкуренция на любом черном рынке – это страшная вещь. Может, это и была причиной их странной гибели именно в 60-61 годах. Вдова Патрушева Гаматина рассказывала, что ее муж удивлялся, когда увидел тела дятловцев. «Я не могу забыть их лица. Лица были искажены каким-то ужасом». И это правда. Мы говорили, что на лицах Колмогорова и Дятлова был написан ужас. Масленникова это не смутило, а вот Патрушев это заметил и даже поделился с супругой. И она все это преподала так. Потом он улетел снова и, видимо, самостоятельно решил заняться расследованием, потому что все было покрыто тайной. И вот в интервью вдовы Патрушева заметно, как диктор нагнетает обстановку в надежде получить жареные факты. Судя по дальнейшим трагическим событиям, Геннадий Патрушев на ниве частного расследования зашел слишком далеко и, похоже, докопался до истины, но никому об этом не сказал. Гаматина отвечает: «Нет, он только говорил, что я спрашивал Манси. Я так поняла, что он пробовал сам найти, но они сказали, что отношения к гибели этих ребят Манси не имеют никакого. Вот что-то другое». А я говорю: «А что другое?» А он: «Не знаю, я не могу тебе сказать, потому что я не уверен ни в чем, и я боюсь за тебя и за Женьку».
Понятно, что Патрушев не вел никакого частного расследования. Он, как и все, мог спрашивать местных из любопытства, и, может, кто-то намекнул ему на фигурантов, и он понял, что дальше лучше не соваться. И тем более об этом докладывать супруге, которая тут же разболтает своим подружкам в округе по секрету. Патрушев погибнет через 2 года. Официальная причина – ошибка в пилотировании, но вроде бы это была ошибка механика. Самолет взлетел с неснятыми струбцинами на рулях высоты. Похоронен в закрытом гробу. Бог его знает, даже не рассказывает, занимался Патрушев пушниной или нет. Может, и правда несчастный случай. Знакомый нам летчик Карпухин был свидетелем по делу о гибели Патрушева и по неподтвержденным данным оказывал давление на вдову и требовал ее признания, что ее муж погиб по причине домашних неприятностей. Так что в гибели Патрушева все мутно, но погиб он, конечно, не из-за того, что расследовал гибель дятловцев. Гладарев погиб вместе с экипажем в 6 человек при аварии Ми-4 в Ивдельском районе в 1960-м из-за заводского брака несущего винта. Тоже считают эту аварию подозрительной, но опять же, кто знает. Именно в 60-61 годах черный рынок пушнины процветал. А вот вам характеристика этого экипажа от Каратаева. А потом я с ребятами дружил. Там был один вертолет, Гладарев, Гагарин и Стрельник. Они буйные ребята, поддавали. Спирту до хрена в обледенение дают. Они приедут к Мансе, нальют им там котелок, а те им соболя. А соболь тогда копейки стоил, ну и сами пили. Он даже в огороде в Ивделе сел 1 раз, этот экипаж. Второй момент из интервью Сюникаева тоже очень интересен. Сказали, что шли эти самые ребята, погибли, все. Но погибли-то как они погибли? Они убитые были все. Они убитые были. Это вам тогда сказали, что они были убиты? Нет, никто ничего Нет, не говорил. это вы сами решили потом, да? Заключенные говорили. Заключенные говорили? Ну, что туристы убиты? Ну. А откуда заключенные знали? Да, заключенный что не знает? Заключенный все знает в мире, что творится. Как заключенный мог знать, что туристы убиты? Вот, ну как вот? Их могли заключенные убить? Нет, заключенные тогда солдат, этих беглых зыков не было. Беглых зыков не было, потому что туда в снег никто не полезет. А дурак только полезет туда. Они убегают по железной дороге, так, а туда никто не полезет. То есть вы тогда уже прекрасно понимали, что зэки не могли этих туристов убить? Нет, ни в коем разе. Заключенные все знают. Они сразу сказали, начальники, ищите, только не там, говорят, заключенные не могли убить. Они вот даже сидят, в лаге сидят, они знают, что творится в Иркутске, что творится на Дальнем Востоке, что творится в Мурманске. Тогда кому зэки говорили, ищите в другом месте? Кому они говорили это? Заключенные? Да. Да они говорили, совсем другие люди были там. А кому они это говорили? Вам? Или... Нам. То есть вы с зэками обсуждали гибель туристов? Потому что я же с ними жил, заключенными. Мы сопровождали их, все, они... Канал Ірини Коновець-Поплавської. Варсегова, конечно, тут же эту информацию от заключенных попыталась обесценить и отметила в публикации, что мнение знающих все заключенных, на наш взгляд, довольно сомнительное. Но дело в том, что заключенные действительно всегда все знают, и тем более в 1959-м. У них малявы, дороги, прогоны, везде свои люди. Они все новости знали, как говорит Сюникаев, и что на Дальнем Востоке происходит, и в Иркутске. А тут прямо под носом, считай, трагедия произошла. Но понятно, что называть конкретные имена всяким фраерам – это западло, не по понятиям.
Вот так закончился март 59-го. Атмосфера вокруг трагедии дятловцев только сгущается. Любой порыв ветра воспринимается поисковиками не просто как ветер. Любое свечение в небе как возможная разгадка случившегося. Ивдельский район живет внутри нарастающего ощущения, что верховье Ауспии – это место само по себе нечистое, что там произошло что-то такое, что не укладывается в обычную логику. И чем дольше нет ответа, тем сильнее это чувство. По сути, поисковики к концу марта воюют со своими страхами. Со страхом смерти, со страхом неизвестности, со страхом, что они никогда не поймут, что здесь произошло. А прокуроры все еще топчутся на двух версиях. И у них уже есть понимание, что это дело не имеет судебной перспективы. Они осознают, довести это дело до суда значит вывести на свет то, что должно остаться в темноте. А значит, то, чем они занимаются, это только поиск формы, в которую эту историю можно будет облачить и дело закрыть. И март заканчивается именно на этом переломе. С одной стороны, измотанные поисковики, которые уже боятся любых природных явлений, с другой – следствие, которое уже начинает упираться в невидимую стену.